Амброс Гуинет Бирс. Американский писатель, журналист, автор юмористических и страшных рассказов. Когда Господь создает красивую женщину, дьявол заводит новую учетную запись. Брак – это такая клетка общества, в которой помещаются муж, жена, раб, рабыня, а всего двое. Долготерпение, расположение духа, позволяющее переносить обиды с кротостью смирения, пока не созреет план, как половчее отомстить. Знакомый – это человек, которого мы знаем достаточно хорошо, чтобы занимать у него деньги, но недостаточно хорошо, чтобы давать ему взаймы. Трус – тот, кто в минуту опасности думает ногами. Извиняться – закладывать фундамент для будущего проступка. Советоваться, стараться, чтобы и другие одобрили решение, уже принятое вами. Война – способ развязывания зубами политического узла, который не поддается языку. Долгожитель – тот, о ком боги позабыли, почему он и прожил долгие годы. Успех – это один из самых чудовищных проступков, которые никогда не прощаются собратьями по профессии. Смерть – высокая особа, ее следует принимать с официальным изъявлением почета. Безмолвие знаменует глубокое почтение. Дантист – фокусник, который, сунув вам в рот железяку, достает из вашего кармана серебро. Рай – место, где нечестивые перестают досаждать вам разговорами о своих делах, а праведники внимательно слушают, как вы разглагольствуете о своих. Невеста – женщина, у которой виды на счастье остались позади. Бедствие – более чем обыкновенно ясное и безошибочное напоминание о том, что дела этой жизни управляются не нами. Бедствия бывают двух видов – наша беда и удача других. Женщины и лисы, как существа слабые, отличаются превосходным тактом. Благодарность – это чувство, испытываемое человеком к Богу, и собакой к человеку. Красота – сила, с помощью которой женщина очаровывает любовника и держит в страхе мужа. Мода – деспот, которого умные люди высмеивают, но слушаются. Воздух – это питательное вещество,
предусмотренное щедрым провидением для откорма бедняков. Магия – искусство превращать суеверие в звонкую монету. Альянс в международной политике – союз двух воров, чьи руки так глубоко в карманах друг у друга, что они уже не могут порознь ограбить третьего. Супруги – это общество одного царя, одной царевны и двух невольников, что в сумме равняется два человека. Забывчивость – дар Божий, ниспосланный должникам в возмещение за отобранную у них совесть. Эгоист – человек с дурными склонностями, который собой интересуется больше, чем мной. Успех у женщин имеет лишь тот, кто может без них обойтись. Белладонна в Италии – красивая женщина, в Англии – смертельный яд. Поразительный пример глубинного сходства двух языков. Когда государству что-то необходимо от тебя, оно произносит слова «Родина» и «долг». Когда тебе что-то нужно от государства, оно говорит тебе «закон и очередь». Голосование – осуществление права свободного гражданина валять дурака и губить свою родину. Историк – это крупнокалиберный сплетник. Образование – то, что мудрому открывает, а от глупого скрывает недостаточность его знаний. Телефон – дьявольская выдумка, которая уничтожила некоторую возможность держать в отдалении нежелательное вам лицо. Вежливость – самая приемлемая форма лицемерия. Прежде чем лечь на операцию, приведи в порядок свои земные дела. Возможно, ты еще выживешь. Говорите в гневе, и эта речь займет первое место среди тех речей, о которых вам когда-нибудь приходилось сожалеть. Азартная игра, именуемая бизнесом, неодобрительно смотрит на бизнес, именуемый азартной игрой. Женская мода всегда была самым дорогим способом упаковки. Корректор – злоумышленник, который делает вашу книгу бессмысленной, но искупает свою вину тем, что позволяет наборщику сделать ее неудобочитаемой. Бедствие – более чем обыкновенно ясное и безошибочное напоминание о том, что дела этой жизни управляются не нами. Бедствия бывают двух видов – наша беда и удача других. Случайность – неизбежное происшествие, обязанное действию непреложных законов природы.
циник, негодяй, который вероломно видит мир таким, какой он есть, а не таким, каким должен быть. Любовь – временное недомогание, излечиваемое свадьбой или удалением пациента от влияний, под действием которых он заболел. Эта болезнь, так же как кастоед и многие другие недуги, распространена только среди цивилизованных рас, живущих в искусственных условиях, варварские народы, которые дышат чистым воздухом и едят простую пищу, свободны от ее бесчинств. Иногда она воистину губительна, но по большей части для лекаря, а не для пациента. Жизнь – духовный рассол, сохраняющий тело от распада. Мы живем в ежедневном предчувствии ее потери, все же, будучи потерянной, она не пропущена. Вопрос – стоит ли жизнь прожить? Деградация – одна из стадий морального и социального перехода от частной жизни к политической карьере. Иммигрант – малоосведомленный человек, считающий одну страну лучше другой. Патриотизм – легко воспламеняющийся хлам, готовый загореться от факела любого честолюбца, которому приспичило увековечить свое имя. Критик – человек, похваляющийся тем, что ему трудно угодить, поскольку никто не пытается угодить ему. История, описание, преимущественно лживое, деяний, преимущественно незначительных, совершенных правителями, преимущественно подлыми, и воителями, преимущественно тупыми. Мозг – орган, при помощи которого мы думаем, будто думаем. Мы все сумасшедшие, но тот, кто умеет анализировать собственный бред, называется философом. Амброс Бирс. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.